Большинству всеми нами любимый бренд Fifine известен благодаря устройствам, связанным с аудио. В первую очередь это, конечно же, микрофоны, игровые, студийные, конденсаторные, динамические и так далее, гарнитуры и аудиомикшеры. Но мало кто знает, что у Fifine есть еще и веб-камеры, и через одну из них, через новую топовую модель под названием K438 вы видите меня в данный момент. Добрый день, дорогие друзья, подписчики и зрители канала, меня зовут Даниил. Сегодня я поближе познакомлю вас с этим устройством. Мы протестируем его в некоторых условиях, а также сравним с несколькими популярными девайсами для записи видео. Камера поставляется вот в такой вот небольшой коробке в фирменном для Fifine цвете в комплекте. Непосредственно сама веб-камера, маленькая инструкция, хоть и только на английском языке, но с картинками и вполне себе понятная, и тренога маленькая, штатив, установив камеру, на которой вы сможете расположить ее на столе или любой другой поверхности. Сама камера оборудована стандартным креплением, с помощью которого вы можете закрепить ее, например, на мониторе. На этом креплении для мониторов есть еще и резьба под штативы, ну или вот под эту небольшую треногу, которая идет в комплекте с камерой. Что немаловажно и, на мой взгляд, очень полезно и интересно, вот у меня ни на одной веб-камере, а повидал я их уже достаточно много, такого не было. Сам корпус камеры вращается на 360 градусов и в нескольких плоскостях, чтобы вам выставить камеру под нужным вам углом, но при этом, если она установлена на мониторе, не крутить монитор, саму камеру вне, так сказать, зависимости от положения монитора вы сможете отрегулировать на ее вот этом вот креплении. На корпусе камеры нет никакой индикации о ее активности, то есть о ее работе, ничего не дает нам понять то, когда камера включена. Но для тех, кому важна конфиденциальность, есть специальная шторка, задвинув которой объектив, вы сможете быть уверенными, что за вами никто не подглядывает и камера не включена, например, в какой-то ненужный момент. Модель K438 предназначена для видеосвязи, конечно же, для стримов и записи контента с разрешением в 4160 на 3120 пикселей, то есть в 4К. Помимо всего прочего, камера оснащена встроенным микрофоном, который мы обязательно протестируем с вами в дальнейшем. Стандартно через USB 2.0 подключается к любому совместимому устройству на базе macOS, Linux, Windows и так далее. И не требует никакой настройки, никаких драйверов, потому что поддерживает, так скажем, функцию plug and play, то есть камеру вы эту подключили, она сразу работает, пару-тройку ползунков там по яркости, по балансу белого, по выдержке или еще чему выставили, и можно спокойно пользоваться без какого-то отдельного софта или драйверов. Камера, как я уже и сказал, записывает в 4К 13 мегапикселей, угол обзора 76,3 градуса. При любой настройке разрешения, в котором будет записывать эта камера, частота кадров единственная и ограниченная. Ну, конечно же, наверное, можно сделать с помощью стороннего софта ее еще меньше, но, к сожалению, больше 30 кадров в секунду сделать это не получится. Камера обеспечивает четкое изображение и стабильную работу даже при слабом освещении. И давайте я вам сейчас это продемонстрирую. Для работы и для качественной записи любой вообще камеры, не обязательно той, о которой мы говорим с вами прямо сейчас, важно хорошее освещение. И у меня очень яркая лампа, вот я напрямую на нее смотреть не могу, потому что она прям действительно очень и очень яркая. И если я ее выключаю, у меня остается вот там вот только один источник света, который светит в стену, ну и вот эти вот две палочки я, наверное, считать не буду. И вы посмотрите, насколько хорошо вы продолжаете меня видеть. То есть, смотрите, еще один очень важный момент. Когда освещенность низкая, камера старается выкрутить выдержку на максимум, и за счет этого увеличивается яркость, так скажем, изображения и сокращается частота кадров. Здесь же ничего не изменилось. То есть сейчас камера по-хорошему очень и очень сильно высветляет изображение. Например, для
так скажем, сравнение, вы сейчас сможете посмотреть на то, как я выгляжу со своей основной камеры, на которую я записываю все свои ролики. Вот так вот я сейчас выгляжу. То есть вы сейчас можете понять, что кроме вот там вот какого-то источника света, я сижу практически здесь в полной темноте. И на камере от Fifine я продолжаю нормально выглядеть для вас. То есть вы видите абсолютно все в деталях, в мелочах. Также давайте мы вернем с вами свет. Вернись, пожалуйста. Ага, спасибо. Также, как вы, наверное, уже заметили, с самого начала этого ролика камера имеет автофокусировку. То есть делает она это, на мой взгляд, очень часто. То есть кадр особо как-то не меняется, но видите, да, при любом каком-то действии, при любой смене положения она старается сфокусироваться заново. И поскольку у камеры нету отдельного софта своего собственного от Fifine, ну, возможно, по крайней мере, пока, я не нашел, как отключить эту автофокусировку. То есть, допустим, если вы решите записывать на нее себя на фоне хромакея, и она будет постоянно вот так вот фокусироваться, но ничего приятного этого не будет. Скорее всего, можно каким-то образом автофокусировку выключить. При том освещении, которое включено сейчас, это вот огромная лампа, которая светит прямо на меня, о которой я вам говорил чуть позже, я вам предлагаю сравнить эту веб-камеру с двумя популярными устройствами для именно записи, ну, как бы вебки, да, когда геймплейных видео и себя. То есть с недавних пор, ну, как уже практически год, я пользуюсь беззеркальной камерой Sony Alpha 6000. Она не является веб-камерой, то есть это обычная камера, и последний год вы видите меня через нее, и выглядит она вот так вот. Для сравнения возвращаемся к камере от Fifine, которая пишет сейчас в 4К, а вот эта камера пишет в стандартном Full HD 1920 на 1080. И еще я бы хотел показать вам одну тоже в свое время очень популярную камеру, и с помощью которой я записал, ну не знаю, наверное, процентов 80 роликов с камерой на своем канале. Это старая, добрая Logitech C920. И вот она, пожалуйста. То есть, смотрите, по уровню шума можно понять. На первом месте, скорее всего, по уровню шума будет Sony. Да, ну потому что здесь я вижу вот прям по черноте, да, вот тут здесь вот все черное, вот кофта у меня серая, я вижу шум. Я вижу шум, такого шума сильного на камере от Fifine я не наблюдаю. И здесь вот тоже, но у C920, ну это прям, я не знаю, это прям must have. Наверное, у каждого, кто записывает видео с вебкой, была эта камера. Она, конечно, у нее, судя по всему, самый большой угол обзора, потому что вы уже начали видеть здесь кусок моего монитора, который вы здесь не видите вообще, а вот здесь вот уже и тем более. Вот. У нее, ну, наверное, фокусировочное вот это расстояние самое маленькое, потому что все, что вот здесь вот поближе к ней, оно плюс-минус еще в фокусе, а я вот тут вот, ну, абсолютно где-то в тумане уже. Хотя у этой камеры тоже есть автофокус, но она не фокусируется вот так вот постоянно, часто, как это делает камера от Fifine. Вот, смотри, при любом моем движении она старается перефокусироваться. То есть, если вы хотите записывать на эту камеру статичные какие-то, да, качественные ролики без вот этого вот постоянного мыла, то эту функцию нужно как-то отключать. Ну, а теперь, я не знаю, в какую из трех камер мне смотреть, я предлагаю вам оценить на одном экране все то, как это выглядит. И, на мой взгляд, вот камера, которая находится наверху, это именно Fifine K438, выдает очень и очень неплохое качество. То есть, на мой взгляд, на рынке дешевле 10 тысяч рублей найти хорошую веб-камеру практически нереально. Они все будут плюс-минус в одном диапазоне записи Full HD, там в 30, максимум 60 кадров. Есть, да, какие-то Logitech, например, Brio, там, или Razer, или там еще что-то, что снимает достаточно неплохо, но оно и стоит все гораздо больше.
Эта веб-камера стоит порядка 2-2,5, максимум, может быть, в зависимости от курса, 3000 рублей. И за 3000 рублей, будем говорить грубо, она предлагает вам 4К, хорошую работу в плохом освещении, ну и микрофон. Да, по поводу микрофона я вам еще не сказал, я, наверное, оставлю, хотя, почему? Нет, давайте переключимся только на ту камеру, я думаю, что вы уже успели сравнить, да, все это и выбрать, так сказать, фаворита для себя, переключимся на Fifine и поговорим про ее микрофон. На самом деле, я не знаю, не встречал еще людей, которые бы пользовались микрофоном от веб-камеры, и по-моему, все те, которые я слышал и видел, даже у супердорогих каких-то конференц-камер, у них микрофон все равно оставляет желать лучшего. И давайте сейчас я выключу, собственно, свой микрофон. И включу микрофон веб-камеры. Судя по тому, что я успел уже послушать, чтобы он нормально, чтобы что-то было в него слышно, нужно говорить поближе, потому что камера сейчас на самом деле находится далековато от меня. Это стереомикрофон, то есть их два, и записывает это все примерно вот в каком-то таком качестве. Я предлагаю скорее возвращаться к моему основному микрофону, потому что, микрофон в камере, он просто есть. Он есть и все. И для чего он нужен, тем более в таком качестве, я понятия не имею. У C920 там примерно то же самое. И у каждой веб-камеры, с которой я когда-либо встречался, гарантированно плохой микрофон. Если бы Fifine сделали, например, в этой камере микрофон от любой своей гарнитуры, там H3, H6, H9 и так далее, то да, это динамические микрофоны в тех гарнитурах у них используются, но если как-то придумать этого же размера и этого же качества микрофон именно в конденсаторном исполнении, было бы просто очень и очень здорово. В целом же, я говорю, микрофонами я, по крайней мере, на вебках никогда не пользовался и не знаю, кто этим занимается. Самое главное, это, конечно же, качество изображения. И в веб-камере Fifine K438, напомню, за 3000 рублей практически оно просто шикарное. Если как-то избавиться от постоянной фокусировки, думаю, что будет очень хорошо. Ну а у меня на сегодня для вас на этом все. Очень надеюсь, что с выбором кому-то помог. По ссылочке, которая находится в первой строке описания к этому ролику, вы сможете эту веб-камеру приобрести. Ну а я думаю, что пару-тройку ближайших игровых видео на своем канале попробую записать с ней. Подписывайтесь, оставайтесь, узнаете, увидите, как это будет выглядеть с хромакеем, если опять-таки удастся как-то отключить вот эту вот постоянную автофокусировку и сравнить. Возможно, и откажусь от беззеркалки, которая сейчас находится в левом нижнем углу, и вернусь к старому доброму способу записи себя самого на веб-камеру. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, не болейте, будьте здоровы, берегите себя и близких. Всем удачи, всем пока.